Побежали! Всем привет! Я Анна Оськина, и сегодня покажу, как сделать домашние тапочки для кукол. И не какие-нибудь, а в виде маленьких розовых зайчиков. В миниатюре, конечно же. Они мягкие и пушистые, можно надевать куколкам на ножки или на пальцы и просто ходить по столу. Знаете, у нас дома так холодно, что хочется сделать такие тапочки на все пальцы. А знаете, новый челлендж. Попробуй написать на клавиатуре в тапках для пальцев. Запросы на эту миниатюру вы присылаете уже очень давно, посмотрите. И мне показалось, что это действительно очень интересная тема, а результат стоит затраченных усилий. Пишите в комментариях, что еще мне сделать для куколок и для вас в миниатюре. И не забывайте ставить лайки, согреем же эту осень. А в конце видео вас ждет классный розыгрыш, смотреть до конца. Но переходим же скорее к мастер-классу. Конечно же, нам понадобится куколка, для которой мы и будем делать тапочки. Я выбрала вот такую Барби Джойс. Прикладываю ее ножку к картону и аккуратненько обвожу карандашом, отступая от самой ноги миллиметра 2-3, чтобы тапочка была большая и вместительная. Вырезаю ту форму, которая у меня получилась для тапочки, прикладываю еще к одной картонке и вырезаю точно такую же. Мои тапки получатся одинаковые, у них не будет правой и левой. Беру небольшие кусочки мягкого розового плюша, он очень пушистый и теплый. Беру картонную форму для тапочки и приклеиваю на плюш с обратной стороны. И аккуратненько подрезаю со всех сторон, отставляя по 5 мм от самой картонки. На этих отступах делаю небольшие вырезы с двух сторон, для того, чтобы можно было их загнуть. Смазываю эти отступы из плюша клеем и приклеиваю к картонке, то есть загибаю. В данном случае я использую клей Момент Кристалл. Он прозрачный и не оставляет следов. И хорошо склеивает, конечно же. У меня получаются две пушистые заготовочки, но нужно сделать и подошву тапочек. Для этого мне понадобится фетр. Я подобрала фетр точно такого же цвета, как и цвет плюша для тапочек. Прикладываю тапочку и аккуратненько обвожу по контуру. А затем вырезаю две подошвы из фетра. Эти подошвы нужно приклеить с обратной стороны. Для этого я наношу клей на фетровую подошву и приклеиваю. Сильно прижимаю, чтобы клей схватился и чтобы не оставалось никаких зазоров по бокам. Дальше нужно сделать верхнюю часть тапочки. Я беру этот же пушистый розовый меховой плюш. Складываю кусочек пополам, прикладываю к тапочке с той стороны, где он будет пришиваться, и аккуратненько обрезаю, отступая по 5 мм от самой тапочки. Обратите внимание, что сгиб этого плюша смотрит внутрь тапки, а не на носок. Итак, беру этот согнутый двойной кусочек. Сразу признаюсь, что чтобы он не разлетался, я подклеила его клеем и пришиваю его к подошве тапочки, то есть к фетру. Пришивать я начинаю от центра к краю. Сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Вот такая тапка у меня получилась, и она просто замечательно надевается на палец. Когда будут готовы обе тапочки, нужно подумать и о декоре. Свои тапки я решила декорировать в виде зайчиков. Беру небольшие кусочки розового плюша, складываю пополам и обрезаю в форме ушек. Получаются вот такие кусочки с двумя уголками.
складываю пополам мехом внутрь и сшиваю, после чего этот кусочек нужно вывернуть обратно мехом наружу. Получается уши. Каждое ухо ниточкой затягиваю с непрошитой стороны и пришиваю к тапочкам. Пришивайте 2 уха на каждую тапочку так, чтобы было похоже, что это уши. Когда пришила уши, пришиваю розовый носик. Розовым носиком станет розовая бусинка. По-моему, уже получается очень мимими. Посмотрите, какая милая тапочка. Ну и конечно же, у зайчика должны быть глазки, которыми станут черные бисеринки. Аккуратненько пришиваю их черной ниточкой. И вот такой вот милейший зайчик у меня в результате получается. Надеваем тапочки на пальчики и побежали! Ну и конечно же примеряем их куколкам. Тапочки получились очень мягкие, пушистые, теплые. Куклы точно не замерзнут, причем они получились достаточно большие, что надеваются и на куклу Барби, и на куклу Monster High. На Барби они смотрятся крупнее, а на монстряшке уже поменьше, но тоже замечательно ей идут. И теперь Хаски может приносить тапочки на своем носике. На мой взгляд, получилось очень милое и уютное изделие, и я надеюсь, что у вас получится точно так же, а может даже и лучше. И я обещала вам розыгрыш. Сегодня разыгрываем 2 набора полимерной глины с формочками. Еще один повод испытать удачу. Условия участия, как всегда, очень простые. Первое – быть моим подписчиком, потому что этот подарок для вас. Второе – поставить лайк этому видео и оставить любой комментарий, потому что победитель будет определен выбором случайного комментария. Итоги вы узнаете 7 октября в моей группе ВКонтакте. Ссылку на нее я оставлю в описании под видео. И не забывайте проверять итоги, чтобы я смогла вручить вам приз. В общем, жду ваших комментариев, ставьте лайки, если вам понравилось это видео и если вы участвуете в розыгрыше, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки, новые мастер-классы и еще что-нибудь интересное. Желаю вам творческих успехов, вдохновения и самого прекрасного настроения. До новой встречи!